Сегодня, 7 ноября, Всемирный или Международный день молитвы. День молитвы за гонимую или за преследуемую церковь. И церковь всего мира в этот день на собрании будут молиться за братьев и сестер, которые переживают гонения в странах, где их преследуют. Мы знаем, что такое преследование, где-то думаем, что, возможно, оно уже ушло в историю, потому что Советский Союз был страной, которая больше всего в свое время гнала и преследовала церковь. Слава Богу, на Украине свобода, как возможно, нигде. И где-то, возможно, мы думаем, что это везде так, но не везде так. Есть такая христианская организация Open Doors, которая составляет рейтинг, это антирейтинг стран по уровню преследования верующих христиан. И вот по итогам прошлого года она также составила этот рейтинг. И скажу, что только в категорию, где очень высокий уровень преследований, очень высокий, вошло 54 страны. Это страны, где очень высокий уровень гонения. В основном эти страны находятся в Азии и в Африке. Вообще этот рейтинг, эта организация христианская составляет уже около 20 лет. И первое место в этом антирейтинге занимает ежегодно Северная Корея. Но Северная Корея – это примерно то, что был Советский Союз. Примерно там такое же осталось. Но по уровню смертоносности, то есть или страны, где больше всего христиане гибнут за свою веру, то если взять этот уровень, то есть не просто преследование, а там, где больше всего казнят верующих, то будет на первом месте не Северная Корея. Страна Нигерия находится в Африке, то за прошлый год, это доказанные факты, которые были расследованы, в Нигерии было убито за то, что вы верующие, за то, что вы христиане, было убито 3530 христиан за один год. Я посмотрел по статистике, сколько у них умерло в Нигерии за ковид или через ковид, то за все время эпидемии, это почти 2 года, в Нигерии умерло всего 2900 людей от ковид. А вот за один год убито верующих больше, чем за все время эпидемии. То есть, если взять в среднем, то за прошлый год ежедневно в Нигерии 10 христиан были просто казнены за то, что они верующие. И в Нигерии это в основном не государственные гонения, это там есть просто крайние исламисты, банды исламистов, которые нападают на церкви, нападают на села, где живут христиане. Поэтому есть те, кто сегодня гоним, и где быть верующим это означает рисковать своей жизнью. Хочу, чтобы высветили на экране одно фото. Фото – это, видите, там есть заглавие. На самом фото это Могилево-Подольская группа евангельских христиан. Это очень старое фото. Оно было опубликовано в журнале «Христианин» за 1928 год. Примерно 95 лет тому назад было опубликовано. Вы скажете, как же такое может быть, если мы праздновали 30-летие церкви? Нашей церкви 30 лет. Но верующие появились примерно 100 лет тому назад в Могилево-Подольском.
И возникла группа христиан, группа верующих, но просто вот они побыли некоторое время, и потом исчезли. Знаете, где они собирались? Дом, где они собирались, до недавно стоял еще, при выходе из парка выходить к стадиону. Сейчас эту территорию выкупили адвентисты, и там тот дом снесли и сделали свой дом молитвы. Группа христиан собиралась в Могилево-Подольске, и под фото есть эта надпись, которая из этого журнала. Группа благословенно ведет работу евангельской проповеди на Подолье. То есть на Подолье это не только в городе, это большое название, историческое название и Винницкой области, и даже Хмельницкой. Не знаю, где они несли, но что произошло дальше, у меня нет данных. Может быть, кто-то наберется терпения и будет исследовать архивные документы, но вот они были, и потом их не стало. Этот дом, в котором они собирались, стал потом государственным. Государство его забрало себе. И можно подумать, что, наверное, сделать вывод, что помогло сделать так, чтобы этих верующих не было в нашем городе. Вообще, еще раз, опубликовано в 28 году, а сразу же где-то с этого года начинается, с 29 года начинается период, когда советская власть объявила периодом воинственного атеизма. И это период, когда просто верующих физически истребляли. Кстати, граница Советского Союза тогда проходила по реку Днестр. В нашем месте, то есть здесь заканчивался Советский Союз. И, наверное, постарались так, чтобы на границе не было таких вот неблагонадежных элементов. Сегодня отрывок из послания к римлянам. Читаем последовательно послание к римлянам. Сегодня последний отрывок из 8 главы. Этот отрывок был написан как наставление гонимой церкви. Как наставление церкви, которая будет, возможно, еще больше гонима, чтобы они силой Божией принесли преследование. Послание к римлянам, 8 глава. 31 стих начинается этот отрывочек. Что же сказать на это? Вот на это не то, что я только что говорил, но на похожее. Перед этим Павел писал о том, что верующие стенают или страдают в своих телах. Они гонимы за веру, со Христом они страдают, они также имеют страдания от болезней, от трудностей, и они стенают, хотят: Господи, когда же мы будем избавлены? И Божий ответ: вы будете избавлены на небесах. И я вас через эти страдания проведу так, чтобы в этих страданиях вы освящались и были готовы к этому прославлению. И вот этот вопрос: что же мы скажем на это, когда мы знаем, что земной путь нас страдать, а небесный путь, куда мы идем, это будет слава. И следующий вопрос в этом стихе: если Бог за нас, кто против нас? Против нас могут быть много кого. Тогда были люди, которые ненавидели верующих, гнали их. Наверное, эта ненависть была воздвигаема бесами, которые также пытались воевать против церкви. Против нас даже наша греховная природа, плоть, она тоже против нас, которая в нас, она желает, чтобы мы вернулись в прошлую жизнь, греховную жизнь. Против нас много кто может стать и встает. Но вопрос как? Если Бог за нас, то можно было перефразировать так: если Бог за нас, то какая разница, кто против нас? Если за нас Бог, то не имеет уже значения, нам уже не нужно столь сильно переживать, а кто будет против нас. Знаете, помню, когда был мальчиком в школе, на уроке физкультуры, иногда играли с ребятами в футбол. И учитель давал мяч, говорит: пожалуйста, поделитесь на команды. И
одна команда, вторая команда. И было важно, а кто будет против тебя? Ну, чтобы против тебя не оказалось вроде бы более хороших или умеющих играть в футбол. Но если я так рисую такую картинку, да, если вот делятся команды, первоклассники, ты за эту, и в одну команду вдруг так приезжает и присоединяется, к примеру, футболист сборной Украины, например, Андрей Ермоленко, говорит: ребята, я за вашу команду, можно? Я думаю, после этого, если он за мою команду, мне было бы все равно, кто будет против меня. Но тем более сказано, нам будет все равно, если мы знаем, что Бог, всемогущий Бог, Он за нашу команду, Он за нас, Он за церковь. Это Его церковь, это Его команда. И Он не просто наблюдает, Он за нас, Он за нас, Он с нами в этой борьбе. Следующий вопрос 32 стиха. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Мы можем быть уверены в Божьей расположенности к нам, даже тогда, когда вокруг у нас много трудностей. И эта уверенность у нас будет оставаться, если мы понимаем и знаем, что Он сделал для нас самое большое. Если Он отдал за нас Сына Своего, то мы можем быть уверены, что Он сделает и вещи, которые менее жертвенные для Него, чтобы нас поддержать, защитить и спасти. Спасти на пути веры, чтобы дойти на небес. Тоже как иллюстрация, если бы кто-то из нас захотел подарить своему сыну или маленькому, или, может быть, внуку, если мы старше, на день рождения велосипед, новый велосипед. И это не дешевая вещь, и, возможно, нам ради этой цели пришлось бы несколько месяцев экономить, откладывать. И вот пришел момент, мы пошли в магазин, купили новый велосипед, дарим его сыну или внуку. На нем не накачаны колеса. И сын и внук хотел бы покататься, говорит: но колеса не накачаны. А мы говорим: мне все равно, что не накачаны колеса. Это уже твои проблемы. Я думаю, что никто такое не сделал. Да? Если бы мы сделали больше, что несколько месяцев экономили, а тут просто взять насос накачать, потому что он не может. Мы бы это сразу все сделали. Да? Если Бог сделал такое большое, то неужели мы думаем, что Он менее любящий Отец к нам, что не сделает меньшего, в чем мы нуждаемся? Стих 33 и 34 как бы два одинаковых на тему вопроса, но вопросы, которые похожи. Стих 33. Кто будет обвинять избранных Божьих? И перед тем, как ответить, Павел сразу добавляет: а Бог их оправдывает. Кто будет обвинять? Как будто бы вопрос задается на суде, суд Божий идет. Перед судом Божьим решается, кто войдет на небеса. И если бы на этом суде задался такой вопрос, кто будет обвинять избранных Божьих? Достойны ли они быть на небесах? Или, может быть, они недостойны быть в присутствии Святого Бога? И если бы Павел не продолжил, что Бог оправдывает, то, скорее всего, появилось бы много желающих нас обвинять. Даже первым, кто нас бы обвинил, наша совесть, которая сказала: так ты же согрешал. Дьявол называется, своего имя, дьявол – это клеветник. Он тот, кто клевещет на братьев, то есть на верующих перед престолом Божьим. Ему даже клеветать не надо будет. Он знает много из нашей жизни, что было бы представлено как улики против нашей недостойности. Может быть, наши знакомые, соседи или какие-то коллеги по работе сказали: да, они недостойны быть на небесах. То есть было бы много желающих обвинить, но вот после этого продолжения, скорее всего, никто не выступит. Кто будет обвинять, а Бог оправдывает их.
Бог, святой Бог, который знает в совершенстве все. И у них этот Бог их оправдывает. Бог, перед которым они все стоят. Если Бог скажет, что не виноваты, кто потом может что-то сказать? Оправдание этой идеи послания к римлянам. Вот 8 глава заканчивается часть, как бы первый такой большой блок послания к римлянам, где показывалось, что вот мы все по грехам виноваты, но Бог нас оправдал по вере. И больше того, Он нас освящает в жизни, чтобы мы эту праведность проявили. И Он сделает нас святыми на небесах. Бог оправдывает их. Кто теперь может обвинять? 4 вопрос на похожую же тему. Кто осуждает? Или кто их будет судить? И ответ: Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто будет их судить? Кто их будет осуждать? Кто нас будет осуждать, если мы в Божьих руках и в Него веруем? Мы знаем, что Писание открывает нам, что Бог избрал себе судью, через которого Он будет судить весь мир. И этим судьем есть Иисус Христос. Иногда, когда совершается какой-то судебный процесс, назначается, кто будет судьей на этом судебном процессе. Так вот, есть судья, назначенный Богом Отцом, который будет нас судить, всю вселенную судить. Это Иисус Христос. И дальше рассказывается, что этот судья сделал уже, что мы о нем знаем. А нас будет судить, оказывается, тот, кто за нас умер, или вместо нас умер, за то, что мы нарушали, он уже понес наказание. Этот судья удостоверил всех, что наше наказание полностью удовлетворено или полностью покрыто, потому что он не только умер, его не только похоронили за наши грехи, он и воскрес, он живой. Он же без греха, без нашего греха, потому что за них понес наказание. И этот судья, который живой сейчас, в данный момент находится перед престолом Отца, с Отцом находится. И он сейчас за нас ходатайствует, сейчас. Но тем более мы можем быть уверены, что когда будет момент суда Божьего, этот судья будет тот, кто ведет нас к себе, в свою славу. Стиха 35. Кто отлучит нас от любви Божьей? Кто? И Павел рисует возможные проблемы, которые могут стать между мной и Богом, и Его любовью. Проблемы, которые будут как будто бы пытаться стать преградой и как будто бы стать между нами, между мной и Богом, между нами и Богом, говорить: видишь, а Бог тебя не любит, потому что вот есть такая проблема, вот есть я. И проблемы эти, вот он просто перечисляет здесь 7 вещей. Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, и он цитирует дальше Псалом: «За тебя умерщвляют нас. Всякий день считает нас за овец, обреченных на заклание». Вот. Все эти вещи в стихе 35, этих 7 напастей, таких вот 7 проблем, они могут быть где-то так или иначе в нашей жизни, где-то единичных случаев, где-то какой-то эпизод в жизни нашей, где будет скорбь, или гонение какое-то будет, или, может быть, какая-то нехватка одежды, я не могу купить себе то, что могу, то, что хотел бы, потому что живу честно, да, вот. То есть они могут быть и в обычной жизни, но в жизни, когда церковь гонит и преследует, они все вместе стоят вместе, одновременно, они все присутствуют. И физические боли, и мучения, и недоедание, потому что кидали в тюрьмы, не говоря о том, что нет одежды, опасность быть обнаруженным или выявленным, осужденным, меч – это смертная казнь. Так вот, когда церковь переживала преследование, вот все эти вещи были одновременно, пытаясь сказать, что
Видимо, Бог тебя не любит, потому что какие проблемы? Это куча проблем. Почему Бог тебя не избавил? И возможно, еще раз, когда писал Павел это послание, то это был ли конец 50-х годов первого столетия, где-то, может быть, 58-й год, может быть, первого столетия. А первое такое очень жестокое гонение от императора произойдет через лет 5-6 в Риме. Но до этого уже были случаи, когда вот эпизодически верующих, их язычники, какие-то недовольные люди, евреи, их гнали. Уже гнали. И уже это происходило. Но Павел говорит о том, что если это есть и даже усилится, мы должны это принять, не разочаровываясь в Божьей любови или оставаясь, чувствовать себя объектом Божьей любви. И именно поэтому он все их называет. Кстати, сам Павел все их на этот момент уже пережил. Кроме, может быть, последнего меч. Меч – это смертная казнь, то есть его пытались убить, но не убили. Забивали камнями, но не убили. Но и будет меч в его жизни, когда его казнит император. И Павел говорит, что не разочаровывайтесь, не думайте, что это что-то невероятное, что такое не может быть. Это обычный путь Божьего народа. Гонение за то, что ты просто живешь честно, правильно, гонение – это обычный путь Божьего народа. И этот стих 36 – это цитата с Псалма, 43-го Псалма, где евреи где-то даже отчаявшись где-то даже, Господи, что происходит? Почему нас эти язычники уничтожают? И эта цитата: «За Тебя умерщвляют нас всякий день». То есть ежедневно. Считают нас, вот этот Божий народ, считают нас за овец, обреченных на заклание. Это если у кого-то есть большое стадо овец, и вот какую-то часть овец он уже отделил, чтобы их пустить на мясо, да? Может быть, какой-то праздник будет. Вот он уже их отделил. Все овцы, которые пошли на пажить, они будут жить, а этих он уже отделил. Они даже не пошли на пажить, они ждут убоя. Вот так думают о нас, овцы – это весь мир, но есть те, которых уже отделены на убой, это верующие. Вот их решили убить. Они не нужны, они мешают жить здесь остальным. Вот такое было мнение о христианах в первом веке. Такое было мнение о евреях, о тех, кто были верны Богу во времена Ветхого Завета. Это песня, которую пели евреи, это и наша песня, это христианская песня. Вот. «За Тебя нас умерщвляют, как овец». Это наша песня. И мы ее должны готовы быть петь. Стих 37. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Но все эти проблемы, даже меч, который грозит, даже эти казни, которые будут, преодолеваем. Знаете, прошло 5-6 лет, и те, кто это послание получил и читал, вот это Римская церковь, многие из них, пару лет прошло, многие из них стали мучениками за веру. То есть их казнили, не просто казнили, а жесточайшим способом убивали. Убивали и делали из этого, как у нас делают сейчас какой-то концерт или зрелище, как идут где-то в кинотеатр, или на стадион. Были эти стадионы или амфитеатр. И верующих вылавливали, находили, арестовывали. И был назначен день, когда собирался этот весь стадион людьми, этот амфитеатр, и их казнили. И разным способом, но все это было просто такая дьявольская жестокость.
держали в клетках диких зверей, которых не кормили, которые были голодны. Там тигры, львов, медведей. И выгоняли верующих на этот стадион, который был закрыт как будто бы как ограждением сеткой. И этих зверей, которые их там растерзали. Или другие способы. Пускали верующих, и на них пускали вооруженных до зубов профессиональных гладиаторов. Так что вот эта арена, которая была песком в этом амфитеатре, она пропитывалась кровью верующих. Или когда император Нерон делал и вот как бы пиры себе, ночные пиры, он свои сады, где эти пиры происходили, подсвечивал факелами. Эти факелы он делал из верующих, из христиан, которых он вылавливал. Но, Павел пишет, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. То есть мы этим не будем уничтожены или духовно уничтожены, это нас, эти страдания, которые есть и будут, они нас не удалят от возлюбившего нас. Нет. Больше того, вот, преодолеваем означает, что мы их используем для победы. Мы их используем даже для того, чтобы стать более сильными, стать более близкими к Богу и Его к любви. И так и происходило. Когда эти были терзания церкви, и есть терзания церкви, то верующие просто еще больше, еще сильнее шли к Богу в своих сердцах. И еще крепче за Него держались. Потому что вот, когда мы держимся за Бога, понимаете, когда мы держимся за Бога, то нужно понять, что не только мы держимся за Бога, а Бог держит нас. И это более важно, это более сильно. То есть мы не просто держимся, я ухватился за кафедру, да? Я держусь за живого Бога, за Его живую руку, за Его силу, который и меня при этом удерживает еще ближе к себе. И это происходило. Когда есть миссия, христианская миссия, мы от нее получаем, я передаю сестрам как молитвенный календарь, молитвенные нужды, голос мучеников. И миссия также составляет список, о чем, когда молиться за гонимую церковь. И вот сотрудник голос мученика, это свежая нужда, которую на этот день молитвы он передал, сказал, что когда наши представители посещают страны, где верующих гонят, и пытаются доставить какие-то гуманитарные грузы, беседуют с церквями, то спрашивают, о чем за вас молиться? Ну, там, в Нигерии, в остальных странах, о чем за вас молиться, этих верующих, которые гонят? О чем за вас молиться? Они отвечают, мы не просим, чтобы вы молились о том, чтобы Бог ослабил преследование или сделал так, чтобы нас не гнали. Мы не просим об этом. Мы просим, чтобы вы молились о том, чтобы мы остались Богу верными, несмотря на те преследования, которые могут продолжаться, с которыми мы будем сталкиваться. Молитесь о том, чтобы мы устояли. Но все сие преодолеваем. И последние 2 стиха в этой главе. «Ибо я уверен, что ни смерть», причем смерть называется самое первое, здесь 10 вещей он перечисляет, которые, возможно, пытаются нас отодвинуть от любви Божьей. Но смерть на первом месте, потому что, возможно, оказалась самым ближайшим или самым очевидным последствием скорой жизни. Ибо я уверен, что ни смерть, если она случится, ни жизнь,
И вот противоположности, если я умру, то тем более буду ближе к Богу и Его любви. Если буду жить, я знаю, что Он будет меня также любить. Ни смерть, ни жизнь. Следующая уже будет триада такая вот. Ни ангелы, ни начало, ни силы. Возможно, говорится о разного рода духовной или земной власти. Начало – это буквально начальство, может быть, даже власть президента или императора. Или духовный мир с его ангелами, с его силами. То есть все эти вещи и силы, они не станут барьером между мной и Богом, Его любовью. Ни настоящее, ни будущее, не то, что мы сейчас имеем сегодняшней угрозы, возможно, это же эпидемия, или, может быть, то, что будет в будущем, даже не знаем, возможно, и гонение за церковь. Что бы ни случилось ни сегодня, ни в будущем, не будет барьером. Не высота, ни глубина, то есть не то, что выше земли, не то, что ниже земли, что бы там ни находилось, ни другая какая тварь, что бы ни было создано во Вселенной, и вот вывод, который делал Павел, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Все эти вещи, возможно, любые, которые могут быть во Вселенной, они не станут между мной и Богом, который меня любит благодаря Иисусу Христу или через Иисуса Христа. И не разделит меня с Ним. Ничто, то есть никакая третья сила не будет между мной и Богом, как способная меня разделить с Богом. Никакая третья сила. Вопрос остается только во мне, потому что Бог верен, Он не изменится. Бог вот во Христе Иисусе желает меня любить и спасать. Требуется только мое продолжающееся желание в Него веровать и быть Ему верным, невзирая ни на что. Те, кто оказался гонимым, преследуемым и в этом устоял, верным, или даже понес мученическую погибель, то это те, кто не цеплялись ни за какие-то вещи, ни за жизнь, ни за смерть, не боялись, ни за какие-то земные привилегии. А все, за что или за кого они хватались и держались, или ухватывались, это Христос Иисус, это Господь, это Бог. И вот почему эти все возможные препятствия так и не стали преградой. Сегодня Господь говорит нам о том, что Он нас любит. И Он желает, чтобы мы это осознавали и были в Его любви, невзирая на то, как нам живется. Невзирая на то, что, возможно, мой обед более скуден, чем у соседа, или я не могу себе позволить купить, одеться то, что ходят другие, или невзирая на то, что мое здоровье хуже, даже если все это будет вместе, потому что наступит гонение. Я люблю тебя, и это моя любовь через Христа Иисуса будет на тебе. И ничто не отлучит. Потому что смерть – это только переход, который меня еще больше приблизит к Его любви. И пусть Господь благословит нас быть людьми, которые остаемся в Его любви. Для славы Его пусть это будет. Аминь.